Дорогие друзья, коллеги, единомышленники, снова с вами Зоокон-клуб и я, Евгений Рыболтовский. Сегодня передо мной стоит очень непростая задача. Я хочу познакомить вас с нашей коллекцией амфибий. Коллекция у нас большая, одна из крупнейших в Европе, больше 50 видов, 53 или 54, точнее сказать сложно, и, наверное, около 1000 экземпляров. Действительно, много различных амфибий. Сложность нашего сегодняшнего разговора в том, что, с одной стороны, хочется показать вам как можно больше различных лягушек. Кстати, сейчас наступила ночь, и меня все время будут перебивать, поскольку амфибии активны в основном ночью, и сейчас все обрадовались, начали петь. Вы слышите, наверное, множество голосов с разных сторон. Ну вот, подает голос рогатая чесночница. Сложность состоит в том, что, с одной стороны, хочется показать вам как можно больше наших животных, что с некоторыми видами довольно трудно, а с другой стороны, рассказать суть нашей работы, почему мы ими занимаемся, зачем мы их держим, в чем, собственно, состоит интерес. Итак, давайте начнем. У нас сейчас около 150 террариумов с амфибиями. Много это или мало? Трудно сказать. Наверное, для крупной государственной финансируемой организации это не так и много. Для частной организации, которая вынуждена содержать их на собственные средства, финансовые затраты – это огромные трудозатраты. Ну, много. Нужно сказать, что основное, что мы делаем и что мы сделали, это действительно внедрение амфибий в серьезные террариумные коллекции. Но в первую очередь мы стремимся собрать не популярные виды амфибий. Популярные виды амфибий и без нас достаточно представлены в культуре. Многие из вас держат, многие из вас знают. Это и украшенные рогатки, это и австралийские голубые квакши, это и лягушки-водоносы. Есть определенное количество видов амфибий, которые часто содержатся в частных коллекциях, легко размножаются и вряд ли требуют большого внимания специалистов. Уже, к счастью, вряд ли требуют. Они стали общедоступными и популярными. Так вот, наша задача на протяжении уже многих лет собирать наиболее редких амфибий. Мы действительно по всему миру разыскиваем то, чего трудно найти, чего трудно получить, и что зачастую даже практически неизвестно науке. Начало коллекции амфибий было положено в 1993 году после вьетнамской экспедиции, когда мне стало понятно, что в мире есть очень много красивых лягушек. И когда стало ясно, что лягушки – это наиболее угрожаемые позвоночные, имеющиеся сейчас на планете. Тогда я привез из Вьетнама первых лягушек. Это было несколько видов. В первую очередь различные веслоногие лягушки. И до сих пор веслоногие лягушки являются нашей основной специализацией. Веслоногие лягушки Юго-Восточной Азии. Наиболее угрожаемые, наиболее рискованные те лягушки, которые зачастую исчезают, даже не успевая показаться на глаза ученым. Сейчас очень много такого. Люди думают, что на карте не осталось белых пятен, что новых видов уже почти не остается. На самом деле это не так. Мы не будем даже останавливаться конкретно на каждом виде. Просто давайте посмотрим, какие именно некоторые, очень небольшое количество наших веслоногих лягушек, чтобы вы поняли, насколько это интересные существа. Это и настоящие веслоногие лягушки, летающие лягушки, ракофорусы. Это и полипедатосы, просто веслоногие лягушки. Это и совершенно потрясающие амфибии телодермы. Тоже веслоноги, но лишаистые веслоноги.
наверное, наиболее таинственная группа, которая лично мне наиболее импонирует. И многие годы я посвятил тому, чтобы заниматься именно лишаистыми веслоногами. Сейчас у нас самая большая в мире коллекция этих амфибий. Они не слишком броские, они не слишком известные, многие из них крошечные, многие из них абсолютно невзрачные, но это очень интересная группа, которая требует внимания, и, в общем-то, мы ей занимаемся всерьез, очень плотно и очень всерьез. Все-таки, согласитесь, самая большая в мире коллекция определенной группы – это много. По некоторым видам были достигнуты в свое время большие успехи, я не говорю колоссальные, это уже, наверное, не очень скромно, но большие успехи. Несколько видов было разведено впервые в мире и, более того, внедрено в террариумную культуру, и теперь имеется во многих коллекциях мира. И я могу сказать, что это очень большое достижение, поскольку можно быть абсолютно уверенным, что при любом катаклизме, который случится в природе, эти виды будут сохранены хотя бы в неволе. Одна из групп, которые нам интересны и которые мы тоже начали собирать, это различные филомедузиды, это обезьяньи лягушки. Среди них такие известные всему миру, как красноглазые квакши. Сейчас у нас 3 вида красноглазых квакш, но я думаю, что мы сделаем коллекцию наиболее полной. Нельзя сказать, что полную, как можно собрать полную коллекцию? Мы к этому стремимся, но думаю, что наиболее полную мы сумеем собрать в течение нескольких лет. Непосредственно обезьяньи лягушки, филомедузы тоже чрезвычайно интересны. Нужно сказать, что основное, что мы делаем и что мы сделали, это действительно внедрение амфибий в серьезные террариумные коллекции. Довольно много лягушек у нас разводятся. Я не могу сказать, что мы разводим все 50 видов, но ежегодно порядка 20 видов мы получаем. Довольно много лягушек мы разводим, и многие виды, редкие, интересные, передаем в другие коллекции. Это могут быть коллекции зоопарков, это могут быть коллекции каких-то природоохранных организаций, научных организаций, это могут быть даже любительские коллекции. Я сразу хочу вам сказать, что мы действительно не только меняем, но в том числе и продаем амфибий. Многие задают вопросы, каким образом вы говорите об охране природы, когда вы продаете лягушек. Я отвечу элементарно. Дело в том, что мы не финансируемая организация, нам никто не помогает. Мы всю работу от поиска, от закупок лягушек, часто от экспедиций, в которые мы ездим для того, чтобы найти 1, 2, 3 экземпляра чего-то чрезвычайно редкого, кормление, строительство террариумов, электричество, насекомые, другие кормовые объекты. Поверьте, это все оплачиваем мы сами. Говоря о наших лягушках, я употребил слово «коллекция», хотя нужно сказать, что в общем, скорее это пока собрание. У нас действительно есть коллекция лишаистых веслоногов. Это лучшая коллекция в мире, насчитывающая пока 14 видов. Есть некоторая коллекция филомедузид и есть отдельные группы амфибий, которые в коллекцию под понятие коллекции не подпадают. Они нам нравятся, они действительно достойны того, чтобы мы ими занимались, но это еще не коллекция. Это просто такая сборная солянка того, что нам очень нравится. Вот очень нравится. Можем мы себе позволить некоторые излишества. Это и раниды, это и микрохилиды, это даже жабы. У нас есть даже один вид жаб. Или же совершенно потрясающие, удивительные лягушки баджета, злая щитоспинка, не влюбиться в которую просто невозможно. Плюс амфибия не такая простая в разведении, хочется попробовать набить руку. Мы как раз только-только собрали хорошую группу этих лягушек. Это группа, которая непонятно к кому, непонятно к чему относится. Это
те животные, на которых мы смотрим, к которым мы присматриваемся. Нужны они нам, интересны они нам, что с ними получится. Каждая амфибия, она действительно требует своего подхода. И иногда, поверьте, найти его очень непросто. Я не понимаю многих лягушек, понимая, что развести их мне вряд ли удастся. Вот не вижу, что они хотят, и все, поэтому стоит с ними поработать. Если мы понимаем, что это не наши амфибии, конечно, они будут заменяться на виды, необходимые в нашей уже коллекции. Все-таки мы приходим к коллекциям. Древолазы. Я знаю, что многие скажут, что это кич. Да, древолазы – это кич. Действительно, тысячи и тысячи любителей по всему миру занимаются древолазами, причем существуют коллекции невероятные. То, что люди увлеклись древолазами, это прекрасно, поскольку древолазы очень угрожаемая группа. Древолазы, многие виды имеют очень узкие ареалы, и то, что тысячи и десятки тысяч людей по всему миру, от Японии до Америки, всерьез содержат древолазов, это прекрасно. Мы держим несколько форм пятнистого древолаза, Тинкториус, это очень крупные амфибии для древолазов. И у нас есть Phyllobates terribilis, одна из самых ядовитых амфибий мира, одно из самых ядовитых позвоночных мира, надо сказать. Но когда люди говорят: ой, боже мой, это же лягушки ядовитых стрел, достаточно намазать иголку ядом этой лягушки и уколоть, человек умрет. На самом деле это не так, это неправда. В неволе эти амфибии теряют свою ядовитость, становятся практически безопасными. Дело в том, что на воле, питаясь муравьями и термитами, они аккумулируют яд насекомых. И тогда их слизь действительно обладает часто невероятными токсическими свойствами, невероятными. Но в неволе, питаясь мушкой дрозофилой, различными мелкими насекомыми, сверчковой пылью, фасолевым жучком, этот яд у них исчезает. И не только родившиеся в неволе древолазы уже безопасны, но даже те, которые прожили всего лишь несколько месяцев, они потеряли свою токсичность. Ну, собственно, вот такая маленькая экскурсия. Мы не смогли показать все виды. Мы показали часть. Многие виды очень мелкие, многие виды очень скрытные. И провести съемку всех потребует очень большого времени, честное слово. Это надо несколько дней ползать буквально на четвереньках, снимая крошечные объекты. Не хватает на это времени. Но по большей части мы постарались показать вам хотя бы самое красивое, самое привлекательное. И я думаю, что многим из вас станет понятно, что такое лягушки. Амфибии же это те животные, которых мало кто знает. Да, некоторые виды популярны, некоторые виды на слуху, они известны, а многие виды абсолютно неизвестны. И красоты амфибий зачастую люди не понимают. Мне очень хотелось показать именно красоту амфибий, чтобы даже просто глядя на картинки, вы поняли, насколько это интересные существа, насколько они необыкновенные существа. Мы не говорили об их биологии, мы не говорили о особенностях их размножения, но даже чисто внешне они невероятны. Амфибии ничем не хуже аквариумных рыбок по красоте. Во многом некоторые виды даже их превосходят. И это та группа, которая заслуживает нашего пристального внимания. Вот поверьте, очень пристального внимания, поскольку мы теряем амфибии. Амфибии погибают, просто в природе погибают. И через какое-то время мы можем лишиться большей части этих удивительных существ. Вот, собственно, наверное, та задача, которую мне хотелось сегодня до вас донести. Показать, что это те животные, которые достойны нашего пристального внимания, достойны наших усилий по содержанию в неволе, по разведению, по внедрению их в культуру, хотя бы для того, чтобы мы их не потеряли и не видели только на картинках в будущем, как это уже произошло со многими и многими видами. С вами был Зоокомклуб. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите наши дальнейшие истории. Всего вам доброго. Мне девчонки в школе говорили, что от жаб бородавки. Это неправда.